Итак, ребят, всем привет. Прикупил себе 180-го штиля все-таки. Вот. Это необычный штиль. Это штиль 182 микс. Вот. Для китайского рынка. То есть здесь вот, как видите, все на китайском. В общем, сейчас будет распаковка, обзор. Посмотрим, что вообще это такое. Отличается вообще чем-то он от обычного, либо нет. Итак, начинаем. Так, что у нас идет в комплекте? Фирменный ключ-штиль. Затем также фирменная отвертка, штиль. Так. Затем идет сам кожух. Такой вот. Не удивляйтесь, что здесь у нас две цепи. В стандартной комплектации идет одна цепь. Вот она, родная. Такая вот штрих-кодом. Вот. С таким вот зубом. А вот эта вторая, это подарок от продавца. За что ему, конечно, большое спасибо. Дополнительная цепь никогда не помешает. Но она уже идет с супер зубом. Вот. Итак, идем дальше. Так, сама пилка у нас вот такая вот. Так, пока ее в сторону, потом покажу поближе. Так, и сама инструкция. Вот такая вот книжечка. Она, кстати, у нас на китайском языке. Напоминаю, у нас пила для китайского рынка. Вот. Ну, в принципе, инструкция не проблема. Можно скачать в интернете на любом другом языке, прочитать, ознакомиться, так сказать. Так, убираю все в сторону. Итак, приступаем к обзору. Вот такой вот штилек. Как видите, оригинальный. Все маркировки на месте. Первая циферка у нас 8, что говорит нам о стране сборки. Это Китай. Вот. Так, что еще? Также у нас здесь все на китайском. Как видите, 180. Вот это вторая строчка. Обычно на европейцах там понятней. Здесь у нас должно быть написано 2 микс. Вот. Так, сейчас мы снимем крышку. Убедимся, что у нас действительно 2 микс. Так, для начала не забывайте, что чтобы снять крышку, нам нужно зажать газ и опустить этот рычажок в самый низ. Вот так вот. Потому что если не зажмете газ, вы просто отломаете там внутри крепление. Так, и затем уже отверткой проворачиваем на 90 градусов влево. Раз. И немножко на себя. Так, сняли. Итак, первое отличие двухмиксового двигателя от обычного. Это воздушный фильтр. Как видите, он больше, чем на обычном 180-м. Так, и также у него разделены потоки. Второе отличие — это свеча. Она меньше, у нее меньший диаметр резьбы. Итак, третье отличие — это переходник сам, который у нас соединяет карбюратор с цилиндром. Он у нас крепится на 4 болтах. Не так, как на обычном, просто на хомуте. Итак, в самом карбюраторе у нас там внутри, так я не покажу, это нужно разбирать. Стоит вставка, разделяющая потоки. А так, в принципе, карбюратор особо ничем не отличается. Итак, как вы поняли, этот штиль отличается у нас от обычного только двигателем. Ну, там немножко изменена катушка и воздушный фильтр, да. Итак, многие будут говорить, что этот мотор менее ресурсный, так как вот старый проверенный двухтактный двигатель более надежен. Это не так, я не соглашусь с этим, потому что здесь в принципе все тот же двигатель, вся та же степень сжатия, все те же параметры, только единственное изменение — это больше окон дополнительных продувочных и немножко изменена система. Так как в обычном двигателе у нас сразу после вспышки при движении поршня вниз у нас закидывается новая смесь, которая частично вылетает в глушитель. Вот, и опять вспышка, ну и все повторяется. То здесь у нас немножко по-другому. У нас сразу вспышка,
Затем поршень, не доходя до самого низа, закидывает свежий воздух, тем самым выдувая продукты сгорания, да, и уже затем, после чистого воздуха, у нас закидывается топливная смесь. И точно так же опять вспышка, продувает чистым воздухом и заполняет топливной смесью. Поэтому говорить, что этот двигатель не ресурсный или как-то еще, я бы не стал. Из плюсов, этот двигатель у нас более экономичен за счет такой вот технологии 2MIX на 20% приблизительно. Также отмечу, что на новой модели, на этой, у нас переходник крепится болтами, поэтому он как бы не разболтается, как на обычном 180-м, когда попускается хомут, либо же эта резинка немножко, скажем, дубеет и начинает подсасывать воздух. Вот, что еще? Ну, в принципе, обычный штиль. Да, немножко изменили мотор. Не знаю. В общем, некоторые говорят, что он там как-то требователен к бензину сильно, не так, как обычный. А в чем он требовательный? Карбюратор стоит точно такой же, там лишь стоит вставочка такая, которая разделяет потоки. Все, никаких изменений. Степень сжатия у этого двигателя та же, то есть, ну, как бы лейте 92-95 бензин с хорошим маслом и никаких проблем. Следите за фильтром. Вот. И в принципе пила будет долго служить. Так, что еще? Давайте соберу ее пока. Итак, по поводу обкатки. Также затронем эту тему. Прочитал уже не одну инструкцию к мотокоссе 250, к этой бензопиле скачал, прочитал. У них пишут в принципе одно и то же. Использовать высококачественное масло. Рекомендация штиль. Пропорция 1 к 50. По поводу там обкатки, что нужно лить больше, либо еще каких-то моментах. Это не указывается. Указывается только то, что нужно первые 3 бака спалить на такой не сильно нагруженной работе. И максимальная мощность там развивается после там использования 15 баков. Примерно так. Вот, поэтому лить нужно только хорошее масло. Если вы льете дешевое масло, опять-таки какое-то, то лить его нужно не 1 к 50, а там 1 к 25. То есть это нужно запомнить. Штиль не пишет, что нужно именно вот в бензопилу штиль лить 1 к 50. Они пишут, что масло, штиль, либо какое-то другое высококачественное масло нужно лить 1 к 50. Вот так вот. Так, что еще? Шина. Шина идет у меня вот такого вот варианта. Облегченная. Сейчас покажу. Вот такая вот. 14 дюймов, 35 сантиметров. Шаг здесь у нас 3/8. Толщина паза 1,3. Вот. Количество звеньев 50. Так, с этим понятно. Так, в общем, пишите в комментарии, у кого уже был опыт использования 2MIX техники от штиль, либо Husqvarna X-Torque, это то же самое. Вот, будет интересно почитать. На днях буду ее уже заводить, обкатывать. Проведем первый пуск, посмотрим, с какого раза заведется. Вот, посмотрим, как она пилит. В общем, проведу такой тест. Немножко поработаю ей. Вот, кого что интересует, спрашивайте в комментариях, пишите. Попытаюсь помочь, ответить. Может, есть какие-то вопросы. Вот. Также делитесь опытом, если имели дело уже с двухмиксовым штилем 180-м. В общем, кому было полезно и интересно, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока.